Всем привет! Сегодня будем собирать карниз из гипсокартона, который образует нишу для штор. Внутри ниши будет донышко тоже из гипсокартона, а снаружи к карнизу будет крепиться натяжной потолок. Разметку вертикальную, горизонтальную и по потолку мы уже сделали. Карниз пойдет параллельно стене с окном. Совершенно не обязательно отбивать разметку сплошными линиями, можно ставить и одиночные отметки, как у нас вот на потолке и кое-где по горизонтали. По линиям разметки закручиваем направляющие профиля УД. Настенный профиль для горизонтального каркаса тоже засверливаем на этом этапе, потому что потом это будет сделать невозможно. Короткие вертикальные профиля по торцам карниза у нас с лепестками, поэтому угловой профиль прикручивается к ним на 3 самореза. Это предохраняет его от сдвига вправо-влево. Между каркасами разного назначения у нас есть зазоры, для того, чтобы туда вошла гипсокартонная обшивка. В принципе, основной периметр для самого карниза у нас уже есть. Теперь нужно установить несколько вертикальных перемычек. Перемычки мы собрали из сдвоенных силовых профилей. Это две CD-шки, скрученные вместе. Одна целая, а другая с подрезанными бортиками. Одна надевается на другую и фиксируется на саморезы. Делаем разметку для перемычек с шагом 30 см. И одну такую CD-шку устанавливаем примерно в середине карниза. Где-то тут. Перемычка фиксируется в потолочном профиле, а нижняя угловая УД-шка сразу выравнивается на ней по высоте. После этого устанавливаются и фиксируются все остальные вертикальные CD-шки. Дело в том, что у нас кривой бетонный потолок, и все они имеют разную длину. Теперь немножко об очередности сборки. Саморезы у нас закручены только с той стороны, которая будет обшиваться гипсокартоном. С изнанки самореза крутить не надо. Так у нас есть возможность скорректировать бортик по вертикали после обшивки лицевой стороны. Ну а здесь у нас все готово. И мы можем закручивать полоски гипсокартона длиной 1,20 м. Итак, снаружи гипсокартон мы прикрутили, и больше здесь делать нечего. Теперь нужно выровнять и укрепить каркас с внутренней стороны. Я уже подровнял бортик по вертикали. Просто расскажу вам очередность действий. Перед тем, как закрутить верхний саморез, нужно выровнять бортик вертикально. Сделать это можно обычным уровнем, по лазеру или по отвесу, как угодно. Вот здесь вот снизу пока ничего не нужно закручивать. Прикладываем уровень снаружи к гипсокартону. И как только пузырек займет ровное положение, значит бортик выровнялся, и закручиваем сверху саморез. Так делаем на каждой перемычке. Следующий шаг. Нужно укрепить нижний профиль от разворота. Тоже саморезом. Проще всего сделать это с простым угольником, приложив его к гипсокартону и зафиксировав между собой два профиля. Так равняется изнанка по всей длине. Но мы сделаем это с помощью линейки и лазерного уровня. То есть так же, как и внешний край профиля. Но это чисто потому, что я забыл угольник на одном из объектов. Мы собрали внутреннюю сторону карнизного каркаса полностью. И теперь эту часть тоже можно обшить полосками гипсокартона. С разбежкой швов, разумеется. После обшивки внутренней стороны сам по себе карниз практически готов. У нас осталась только узкая полоска на нижнем торце. А для сборки донышка в самой нише мы отбили по гипсокартону еще одну линию в один уровень с настенным периметром. Теперь по этой линии нужно установить еще один направляющий профиль. Нижний торец мы зашили, так чтобы швы были в разбежку по всем трем сторонам. И теперь делаем разметку для перемычек в шторной нише. Центр первой перемычки находится на расстоянии 10 см от стены.
все остальные через 30 сантиметров. С помощью этих горизонтальных перемычек тоже можно скорректировать вертикальность карниза, плюс к этому дополнительно его укрепить. Зашиваем гипсокартон снизу. Обшивка донышка также идет швами в разбежку с гипсокартоном на боковой части карниза. Ну а так, в принципе, все готово под отделку и под установку натяжного потолка. Теоретически на внутренний угол можно подклеить контейнер со светодиодной лентой для подсветки штор. Но это уже по желанию заказчика или дизайнера. А на этом наш сюжет про сборку из гипсокартона карниза под натяжной и шторной ниши заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!